Десятилетний Томас жил в небольшом прибрежном городке, расположенном на живописном побережье. Его дом находился всего в 10 минутах ходьбы от моря, и шум прибоя часто доносился до его окна по вечерам. Окна его комнаты выходили на восток, позволяя наблюдать первые лучи солнца над морем каждое утро. На подоконнике стояла коллекция морских раковин, которые Томас собирал во время своих пляжных прогулок. Стены его комнаты украшали постеры с изображениями морских обитателей, особенно выделялся большой плакат с детальной анатомией осьминога. Узкие улочки города спускались прямо к пляжу, словно естественное продолжение морского берега. Старые фонари на этих улицах были покрыты легким налетом соли, принесенной морским ветром. Воздух здесь всегда был наполнен свежим морским ароматом и криками чаек, кружащих над волнами. С самых ранних лет Томас проявлял необычайный интерес к морским обитателям. Каждые выходные он упрашивал родителей сводить его в местный океанариум, расположенный в старинном здании из красного кирпича. Работники океанариума уже хорошо знали Томаса и часто разрешали ему присутствовать во время кормления морских обитателей. Там, прижавшись носом к прохладному стеклу больших аквариумов, он мог часами наблюдать за морскими созданиями. Мальчик внимательно записывал свои наблюдения в специальный блокнот с водонепроницаемой обложкой, который подарил ему отец. Особенно его завораживали осьминоги. Их плавные движения, удивительная способность менять цвет и текстуру кожи, их гибкие щупальца, которые могли проникать в самые узкие щели. Томас часто задерживался у их аквариума дольше всего, наблюдая, как эти удивительные существа решают головоломки, которые им предлагали сотрудники океанариума. Один из морских обитателей особенно полюбился Томасу. Небольшой пятнистый осьминог, который всегда подплывал к стеклу, когда видел мальчика. В то июльское утро Томас проснулся раньше обычного от звука волн, разбивающихся о прибрежные камни. Солнце только начинало подниматься над горизонтом, окрашивая небо в нежные розовые тона. Легкий бриз колыхал занавески в его комнате, принося запах морских водорослей. Мальчик сразу почувствовал, что день будет особенным. Он торопливо умылся прохладной водой, надел свою любимую футболку с изображением морских обитателей и спустился на кухню, где мама готовила завтрак. Запах свежеиспеченных булочек с корицей наполнял всю кухню, смешиваясь с ароматом свежесваренного кофе. После завтрака Томас начал собирать свою пляжную сумку из прочной водонепроницаемой ткани. В нее отправились большое синее полотенце с изображением морских звезд, солнцезащитный крем с высокой степенью защиты, которым мама всегда настаивала пользоваться, литровая бутылка воды, несколько сэндвичей с тунцом, завернутых в вощеную бумагу, пластиковая ведерко ярко-желтого цвета и красная пластиковая лопатка с удобной длинной ручкой. Эти последние два предмета были его самыми важными инструментами для исследования пляжа. С их помощью он собирал интересные ракушки и изучал небольших морских обитателей в приливных лужицах, которые образовывались между прибрежными камнями. Отец Томаса, морской биолог с 15-летним стажем работы в местном исследовательском институте, поддерживал интерес сына к морской жизни. Он часто рассказывал мальчику удивительные факты о подводных обитателях, которых изучал в своей лаборатории. В это утро он тоже собирался на пляж вместе с семьей, планируя показать сыну несколько интересных мест, где можно было найти морских звезд и крабов, скрывающихся под камнями во время отлива. День выдался необычайно жарким, даже для середины лета. Песок быстро нагревался под палящим солнцем, и Томас надел свои любимые пляжные сандалии с толстой подошвой. Термометр на веранде их дома показывал уже 30 градусов по Цельсию, хотя было только 10 утра. Большинство отдыхающих держались ближе к воде, где морской бриз приносил долгожданную прохладу. Но Томас, движимый своим исследовательским духом, решил изучить дальнюю часть пляжа, где почти не было людей. Проходя мимо скопления больших камней, покрытых мелкими ракушками и высохшими водорослями, Томас заметил что-то необычное на песке. Это было темное пятно, частично занесенное песком, расположенное довольно далеко от кромки воды, почти у линии прилива. Любопытство взяло верх, и мальчик направился к странному объекту.
По мере приближения он начал различать слабые движения, которые нельзя было объяснить просто ветром. Осторожно опустившись на колени, стараясь не потревожить находку, Томас начал аккуратно раскапывать песок своей маленькой лопаткой. С каждым движением его сердце билось все быстрее, а руки начали слегка дрожать от волнения. Песок был горячим и сухим, что заставило мальчика работать еще быстрее. Вскоре он увидел характерные очертания щупалец и понял. Перед ним осьминог, который каким-то образом оказался далеко от воды, возможно, во время ночного прилива. Животное выглядело обессиленным и измученным жарой. Его кожа была сухой и тусклой, утратив свой обычный блеск, а движения щупалец были медленными и вялыми, словно каждое движение требовало огромных усилий. Томас вспомнил рассказы отца о том, что осьминоги могут некоторое время находиться вне воды, используя влагу, запасенную в жабрах и кожных складках, но этот явно провел на солнце слишком много времени. Без срочной помощи он мог погибнуть от обезвоживания под палящими лучами солнца. Не теряя ни минуты, Томас громким криком позвал родителей. Его звонкий голос разнесся по пустынной части пляжа, отражаясь от прибрежных скал. Отец, услышав взволнованный крик сына, быстро подбежал к нему, оставляя глубокие следы в сухом песке. Увидев осьминога, он сразу оценил серьезность ситуации. Его профессиональный опыт подсказывал, что счет идет на минуты. Нужно было действовать быстро, но очень осторожно, чтобы не навредить животному еще больше. Томас с необычайной скоростью наполнил свое желтое ведерко морской водой, стараясь набрать ее подальше от берега, где она была чище и прохладнее. Вода плескалась через край, пока он бежал обратно к осьминогу, оставляя влажную дорожку на горячем песке. Отец показал, как правильно помочь животному переместиться в ведерко, используя лопатку в качестве импровизированных носилок, чтобы не травмировать нежную кожу осьминога. Существо сначала напряглось, его кожа заметно потемнела. Естественная реакция на потенциальную опасность. Но оказавшись, наконец, в воде, он начал медленно расправлять свои щупальца, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Семья поспешила к морю, выбирая путь, где песок был более плотным, чтобы меньше трясти ведерко с их драгоценным грузом. Отец указал на идеальное место для выпуска осьминога, небольшую естественную бухту, защищенную от волн выступающими базальтовыми камнями. Вода здесь была достаточно глубокой, но спокойной, с небольшими зарослями водорослей, где осьминог мог бы укрыться. Томас осторожно опустил ведерко в воду, стараясь не делать резких движений, и медленно наклонил его, позволяя морской воде смешаться с водой в ведерке. Несколько долгих секунд ничего не происходило, и Томас почувствовал, как его сердце сжалось от беспокойства. Затем осьминог медленно начал выбираться из ведерка, его движения становились все более уверенными по мере того, как он погружался в родную стихию. Цвет его кожи начал меняться, приобретая более здоровый красновато-коричневый оттенок, характерный для этого вида. Перед тем, как уплыть на глубину, осьминог неожиданно задержался на мелководье, его щупальца грациозно колыхались в прозрачной воде. Он повернулся в сторону своих спасителей, а его большие глаза, казалось, внимательно изучали их. Особенно долго он смотрел на Томаса, словно запоминая его. Затем, одним плавным движением, существо скользнуло на глубину и исчезло среди водорослей. Весь оставшийся день Томас не мог перестать думать о случившемся, постоянно возвращаясь мыслями к этой удивительной встрече. За ужином он засыпал отца вопросами об осьминогах, и тот с удовольствием делился своими знаниями, рассказывая удивительные факты об этих созданиях. Мальчик с нетерпением ждал следующего дня, чтобы вернуться на пляж и проверить, все ли в порядке с его необычным знакомым. На следующее утро погода была гораздо более благосклонной к пляжному отдыху. Легкие, перистые облака время от времени закрывали солнце, делая день менее жарким и более приятным. Томас сразу направился к месту вчерашнего происшествия, внимательно осматривая песок в поисках других животных, которые могли нуждаться в помощи. Он не ожидал снова увидеть спасенного осьминога, но втайне надеялся на новую встречу.
Внезапно мальчик заметил необычное движение в воде недалеко от берега, в той же защищенной бухте, где они выпустили осьминога. Сначала Томас подумал, что это просто игра волн отражает солнечный свет, но затем увидел знакомый силуэт. В воде плавал осьминог, и по его размеру и характерным отметинам на щупальцах мальчик с удивлением понял — это та же самая особь, которую они спасли вчера. Томас замер от изумления и тихо позвал родителей, боясь спугнуть неожиданного гостя. Они с восхищением наблюдали, как осьминог уверенно держится близко к берегу, словно намеренно показывая себя. Когда Томас осторожно подошел к воде, животное не только не уплыло, но и протянуло одно из своих щупалец в его сторону, словно пытаясь поприветствовать своего спасителя, демонстрируя поразительный уровень доверия и узнавания. Заинтересовавшись своим новым знакомым, Томас с удивлением узнал, что осьминоги — одни из самых удивительных созданий в океане. Оказалось, что их кровь имеет голубой цвет, а сердец у них целых 3, одно главное и 2 для жабр. Эти необычные существа способны пролезать через отверстие размером с монету благодаря отсутствию костей, различать предметы на ощупь и менять не только цвет, но и текстуру кожи, в точности имитируя камни или коралловые рифы. Самое поразительное — у осьминогов 9 мозгов. 1 центральный и по 1 в каждом щупальце, что позволяет им выполнять сложные задачи и даже использовать инструменты. Они легко запоминают людей в лицо и могут отличать разных людей друг от друга, даже если те одеты одинаково. Эта удивительная встреча навсегда изменила жизнь мальчика, укрепив его решимость стать морским биологом и защищать этих невероятно умных и способных обитателей океана, так же, как и его отец.